Вот уж действительно, как мы не выберемся куда-нибудь погулять, нас обязательно ждет какая-нибудь ерунда. И этот раз не стал исключением. Всем привет, ребята! Сегодня у нас с вами очень непростая история, поэтому, как всегда, важно, чтобы вы досмотрели этот видеоролик до самого конца и сделали все то, о чем я вас попрошу. Готовьтесь. Значит, дело было так. Отдыхали мы как-то с друзьями в частном секторе и невольно стали свидетелями жуткой сцены, как мужчина швырнул со своего крыльца взрослого черного кота. Кот пролетел несколько метров и ударился то ли об гараж, то ли об забор, неважно. Суть в том, что ушибся пушистый неслабо. К сожалению, моя Катя видела своими глазами весь этот ужас. Она и подняла шум. Мы подбежали к забору, а кот сидел в углу забитый и до ужаса напуганный. Катя взяла его на руки, стала гладить, а он так сильно прижался к ней. И вот знаете, мне кажется, в тот момент я понял, как на самом деле плачут животные. Нет, у них не текут слезы ручьем, как у людей. Они просто издают душераздирающие, жалобные и очень протяжные звуки, чем-то напоминающие плач маленьких детей. Попробуйте это представить. У кота был до крови стерт нос, кусок шерсти в области усов и несколько ссадин на мордашке. В тот момент мне было вообще не до съемок, тут уж простите. Да и я бы все равно не показал вам кота в крови, такое бы даже YouTube не одобрил. И вот что забавно, у всех таких людей стандартные отмазки, как на подбор. Либо говорят, что он кого-то покусал, либо что гадит в доме. Вот запомните это и просто наблюдайте за котом весь видеоролик. Нет, я не буду тут стоять весь видос перед камерой, просто доведу вас до того момента, когда я начал снимать, и вы сами все увидите. Ну, в общем, побоялись мы кота там оставлять. Очевидно же, что его существование там небезопасно, ведь неизвестно, куда это несчастное животное может полететь в следующий раз. Можете нас осуждать, впрочем, как хотите, но мы решили забрать этого кота с собой, чтобы попытаться найти ему нового, достойного хозяина. Чтобы вы понимали, кот вообще не сопротивлялся ни когда в машину садились, ни в дороге. Все это время он мурлыкал у Кати на руках, а потом он и вовсе уснул. Походу, этот парень и сам хотел, чтобы его забрали и увезли хоть куда угодно, лишь бы подальше от этого места. Да и вообще кот невероятно ласковый, скоро вы и сами в этом убедитесь. По пути мы заехали домой за кормом и повезли его на передержку. В новую незнакомую квартиру кот вошел гордо и даже практически не боялся. Котяра был очень голодный, поэтому первым делом мы вывалили ему всю еду, которую взяли с собой. Кот молотил хавчик с такой жадностью, будто не ел несколько дней. Хотя по телосложению я бы не сказал, что он худой. Вполне себе упитанный кот. Когда кот поел, мы приготовили ему лоток, сделали лежанку и поехали домой, потому что к тому времени натикало уже почти 2 часа ночи. А дальше я уже начал снимать, и вот тут начинается самое интересное. Когда мы вошли в квартиру, кот нас не встретил. Бедолага сидел запуганный за унитазом. Мы сразу обратили внимание, что кот ходил в лоток, и это нас порадовало. Затем мы проверили все углы в квартире и не нашли там ничего лишнего. Кот, который оказался в неизвестном помещении, самостоятельно нашел лоток и как культурный сеньор пошел по нужде не куда-то там на пол, а только в свой кошачий туалет. Ну что тут сказать, браво, молодец, молодец. Мы стали предлагать господину выйти из туалета, ведь мы ему не враги и приехали не для того, чтобы его обижать. Вдруг в голове кота что-то щелкнуло, и он действительно осмелился выйти к нам. Кот вел себя довольно ласково и доверчиво по отношению к нам. Это нас обрадовало еще больше. Обратите внимание на его ободранную мордашку. Вчера все сильно кровоточило, а сегодня, к счастью, уже начинает потихоньку заживать. Пока нас не было, кот кушал хорошо. Из всех запасов, которые мы ему оставили, осталось только немного сухого корма. Поначалу Катя с осторожностью его гладила, ведь неизвестно, в каких условиях он жил и как с ним обращались. Вдруг он привык, что рука человека – это угроза, причиняющая ему только боль и страдания, и неизвестно, как он может на нее отреагировать. Но, как оказалось потом, мы совершенно напрасно переживали. Сперва мы должны завести кота к доктору на осмотр. Нужно узнать, чем лучше обрабатывать эти раны. Обязательно посвятить его на лишай и проверить, нет ли у него внутренних повреждений.
Пока мы едем и волнуемся перед походом к врачу, я лишь хочу в который раз напомнить подписаться на канал всем тем, кто еще не подписан. Знаете, ребята, мне и самому не очень нравится в каждом ролике клянчить эти лайки и подписки. Но таковы правила игры. Либо ты это делаешь и твои старания набирают обороты, либо пускаешь на самотек и топчешься на месте без роста и развития. Впрочем, я вам напомнил, а вы решайте сами. Кнопку подписаться найдете, если захотите. Сейчас самое главное найти хорошего человека этому несчастному коту. А тут без вашей помощи мы никак не справимся, поэтому смотрите это видео до конца, с подпиской или без. Кстати, в клинике нас тоже ждали хорошие новости. Кота посветили специальной лампой и сказали, что можно расслабиться. Кот чист. Никаких паразитов и никаких заболеваний типа лишая у него не обнаружено. Затем его ощупали и тоже ничего подозрительного не заметили. Повреждений больше никаких нет, а эти ранки скоро сами затянутся. Нам разрешили его искупать и сказали обязательно найти ему хорошего человека, чем мы, собственно, и отправились заниматься. После ветеринарной клиники мы повезли кота к нашей подруге, которая была с нами в тот нехороший вечер. Она сказала, что присмотрит за ним, пока мы будем искать ему хозяина. Мы с Катей очень обрадовались, ведь и кот теперь будет не один. И нам не нужно мотаться каждый день на окраину города, чтобы его покормить. Котяра долго вынюхивал новое помещение. Кот, кресло можно драть, вот это драть нельзя. Вот уж любопытный, всунул свой нос куда только мог и не успокоился, пока не изучил всю комнату. Смотри, он уже как дома. Ну так а что ты? Да чего, стесняться будешь, что ли? Много весело, скажи. Блин, реально какой-то жирный. Далее по коридору мы отправились изучать столовую. Здесь наш герой будет кушать. А еще здесь на холодильнике много интересных магнитиков, среди которых висит фотка какого-то молодого паренька с каким-то молодым песиком. Вы знаете, мне кажется, я где-то видел этих двух, но так и не вспомнил, кто это. Может, вы знаете? Пишите в комментарии. Затем коту показали, где его туалет. Парнишка намекнул, что все понял, но пока не нуждается в использовании данного предмета. Мол, как только я почувствую что-то неладное, я мигом сюда вернусь и пересмотрю ваше предложение. Затем он заметил знакомую белую штуку, за которой не так давно прятался в прошлой квартире, и окончательно осознал всю значимость данного помещения. Далее мы приготовили ему посуду для еды и воды. Ждешь, пока тебе помоют? Он мне маркиза так напоминает, капец. Он, кстати, ведет себя почти как он, да? Спокойно так. Все это время кот был очень ласковым, подходил ко всем по очереди и терся об ноги, стараясь никого не пропустить. Маленький, щечка ободранная, Котя. Да точно кот, у него такой пузо, как будто он Ну, беременный. кастрировали же его. Там же у него сзади, да, посмотри внимательно. Вот и скажите мне, чем ему мог не угодить такой ласковый кот, который еще и в лоток ходит? Перед тем, как покормить этого кота, мы решили сперва его помыть. Кот был не совсем чистый, его хвост был весь в колючках, а в шерсти было много песка и другой уличной грязи. Настроив подходящую температуру воды, мы принесли и посадили его в ванну. Теперь самое главное – держать его как можно крепче. Наш герой сопротивлялся изо всех сил, но, как говорится, сопротивление бесполезно. Кстати, давно хотел сказать, в комментариях под абсолютно каждым роликом, где мы кого-то моем, многие предлагают нам воспользоваться лайфхаком с полотенцем, которое необходимо постелить на дно ванны, чтобы лапы животного не скользили и кот чувствовал себя увереннее. Не знаю, ребята, может это и правда работает, но вы не подумали об одной простой, но очень важной детали. Этот лайфхак предназначен только для домашних чистых котиков. Хотя, я, честно говоря, не понимаю, зачем вообще мыть домашних котов, если они, конечно, не ходят гулять на улицу. Ведь коты, в отличие от собак, сами себя моют языком по несколько раз в день, а ваши купания в воде только создают для них лишний стресс. Не знаю, может есть специальные породы, которых необходимо часто купать, или если кот во что-то сильно выпачкался, или ваш друг сам любит мытье и сам лезет в воду, тогда конечно. Впрочем, дело ваше.
А вот когда вы моете уличного грязного кота, от него наверняка будет очень много грязи и, возможно, даже много блох. Полотенце, постеленное на дно ванны, будет задерживать всю эту гадость, которая должна прямиком стекать в трубу. Особенно это касается шустрых блох, которые, оказавшись на полотенце, могут моментально отскочить от него и проникнуть в ваш дом. А вы этого даже не заметите. Собственно, поэтому мы и не стелим полотенечко, когда моем уличных котеек. Все, уже может на кровать лезть, уже чистый. Это уже полотенце мокрое. Все, не злись. После водных процедур чистый, но мокрый кот развалился на покрывале и стал всего себя перемывать. Вот вам, кстати, очень классный лайфхак. Если честно, многие годы я думал, что я придумал его сам, и больше о нем никто не знает, пока однажды не услышал его от других людей. Значит, если вам нужно срочняк уснуть, а у вашего пушистого друга начались гонки по всему дому, и он вам мешает, не гоняйте его и ни в коем случае не бейте. Просто поймайте его и слегка намочите ему лапы и хвост. Как правило, кот отправится в укромное место вылизывать свои мокрые части тела, а у вас будет время, чтобы уснуть в тишине. Только помните, что это самый крайний случай. Самый крайний. Не пользуйтесь этим часто, а то он так с вами дружить перестанет. И обязательно позаботьтесь, чтобы в помещении было тепло. Когда кот подсох, мы надели ему ошейник от блох, который прикупили в ветклинике. Теперь можно и покормить этого модного перца. В кошачий корм мы добавили лекарство от глистов, которое тоже приобрели в клинике. Кошак аппетитно топтал вкусняшку с лекарством, а мы наблюдали за ним, не отводя взгляда. Затем малыш почувствовал внутренний сигнал и пулей полетел делать дела. Сейчас кот временно живет у нашей подруги, но оставить навсегда она его не сможет, как бы она сама того сильно не хотела. Поэтому мы должны как можно скорее найти ему хорошего человека, и тут у меня остается лишь попросить вашей помощи. Кот совсем молодой, возраст приблизительно год-полтора. Он очень ласковый и игривый, всегда находится рядом с человеком и приучен к лотку. В еде неразборчив, играет со своими игрушками, не портит мебель и обои. Если вам понравился этот несчастный малыш и вы готовы забрать его себе и больше никогда не дать его в обиду, сообщите, пожалуйста, нам. Все ссылки для связи с нами я оставил в описании. Кота отдаем бесплатно и более того, лично готовы доставить его прямо к вам домой. Ну а если вы не сможете забрать котейку себе, помогите нам, пожалуйста, с распространением этого видео. Нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Поделиться» и разошлите это видео всем своим друзьям и знакомым. Также опубликуйте его в своих соцсетях и раскидайте везде, где только можно. А еще будет полезно, если вы оцените это видео лайком или дизлайком и напишите несколько комментариев, чтобы это видео не затерялось среди других. Мы забрали кота на свой страх и риск, и у нас остается последняя надежда только на вас и вашу помощь. Чем больше людей увидит этот видеоролик, тем выше шанс, что нам напишет тот самый будущий хозяин этого кота. А как только мы его отдадим, на этом канале выйдет продолжение, где я все расскажу и покажу. Мы с вами уже многим помогли, так давайте же сделаем все возможное, чтобы и этому бедняге подарить билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать.